Aliye, ben seni böyle görmeye hiç alışkın değilim. Biraz korktum. Sen bana kızım diyemezsin. Bu kadın burada kaldığı sürece ben nefes alamıyorum. Ben seni kurtardım. Beni sattın. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. С одной стороны, мы говорили об объятиях Джихана и Алии, а с другой стороны, мы видели, как Садакат идет в качестве невесты. Если вы спросите, какая здесь связь, я отвечу на этот вопрос чуть позже. К сериалу присоединилась мать Алии, и с ее участием мы начнем узнавать правду о прошлом Алии. Бои в особняках примут иную форму в далеком городе, где мы будем следить за безумными историями Фикрии, матери канатки Элит Алии. Джихан Аль-Бора передаст землю своему кузену Шахину, который сотрудничает с врагом. Если земля, которую он отдаст, послужит врагу, она примет неожиданную форму. Будет ли Демир мстить миру с Шахином, его Фикрис и лояльность, и разведутся ли Нари и Аскан и со всем этим? Мы поговорим о том, почему Кая предприняла такой шаг в вопросе Зеррина. В связи с праздником Ит-аль-Фитр наш сериал будет прерван на неделю. Когда я получу новости, я поделюсь ими на этом канале, не забудьте подписаться и включить уведомления. Госпожа Аля, оказывается, Джихан не единственный, кто скрывает правду, ваши истины тоже выйдут наружу одна за другой. Как я долгое время и думал, любовь между Джиханом и Алией принадлежит Мирьем, но в этом есть и другая правда, ничто не может их разлучить. На самом деле, я говорила, что что-то может произойти внезапно. В этой серии Аля внезапно обняла Джихана, и для этих двух упрямых людей даже это объятие является признаком большой любви. Прежде всего, приезд Фикрии в Мардин вызовет некоторые проблемы, но если вы спросите, какие именно, то первая проблема будет не в том, что это разлучит Джихана и Алию. Кто-то вроде Фикрии выбрал Джихана Аль-Бору своим зятем, и пойдет ли она разлучать его со своей дочерью? Конечно, нет, но у Алии и Фикрии будут проблемы, и из-за этих проблем Джихан и Али будут еще больше ссориться. Мы уже наблюдаем, как они падают каждую минуту, и добавление Фико может немного усложнить ситуацию, а мы думали, что Алия – элита, как Фикрии. У него была мать. Кстати, я восхваляю одну сторону и унижаю другую, не поймите меня неправильно, я имею в виду, что когда Аля приехала в Мардин, мы говорили, что Аля переживает культурную путаницу, так вот что это значит. Она ведь ничего подобного не испытывала, Аля так себя хвалила, вот в чем суть. Проблема в том, что Алью издевались Альбора, в остальном у женщины не было других проблем, а теперь, когда мы смотрим на Фико и Садакат, Сада Рейс теперь больше похожа на элиту. Как сказал Демир, за верность ковру. Несмотря на то, что он улыбается, его ждут трудные дни. Но если вы говорите тяжелые дни, Садакат теперь будет думать, что Джихан и Аля расстанутся с приездом Фикрии. Потому что еще до того, как Фикрии прибыла в особняк, она столкнулась с Садакатом и Джиханом и устроила беспорядок прямо посреди улицы. Когда Садакат узнает, что мать Алии – такая женщина, как Фикрии, она, естественно, радуется, потому что думает, что Джихан расстанется с Алией из-за того, что у него такая свекровь. Улыбка Садакат была из-за нее, но Джихан не оставляет Алью из-за своей матери, и Фикрии не пытается разлучить Джихана с ней. Она уже нашла курицу, несущую золотые яйца. Убьет ли она ее? Единственное, что останавливает Фикрии, это Аля. Потому что Аля не хочет встречаться с Фикрией. Я думаю, ее отец умер, потому что о нем не упомянули. Я думаю, что Фикрия была виновна в смерти своего отца, потому что Аля была очень зла на свою мать. Наверное, поэтому он так зол. Кстати, в начале видео я назвала Садакат новой невестой. Так почему же Фикрия присоединилась к сериалу именно в этом эпизоде? Вы видели, как она флиртовала с мужчиной на нефтяном месторождении? Я имею в виду, что такая женщина не остановится, когда приедет в Мардин. Сначала я думал, что она подойдет к старику в особняке, но потом мне в голову пришла мысль, раз уж мы собираемся смотреть, как Садакат и Фико сражаются, почему ты все еще замужем, Аля?
Давайте не будем смотреть, Фикрия идет к Хасану, соблазняет его и сводит с ума. Вот новые сценарии для невесты, запомните эту идею. Если сценарист это слышит, он может это написать. Кстати, я определенно жду ваших комментариев по поводу нового выпуска о невестах ниже. Как вы думаете, что произойдет в последней серии? Альбора заблокировал грузовики Демира и конфисковал их наркотики. Она также попросила Демира отвезти ее в больницу. Он сказал, что взамен дал ему наркотики. После того, как Демир отдал больницу Джихану, Джихан дал Демиру муку. Пока Демир думал, что принял наркотики, он понял, что Джихан наполнил коробку мукой и устроил настоящую сцену. На самом деле, Демир попал в такую ловушку потому, что поверил слову Джихана. Обычно Джихан Ага держал свое слово, но когда дело дошло до наркотиков, он его не сдержал, и, конечно же, настала очередь Демира отомстить. Давайте посмотрим, сможет ли Демир принять меры и сорвать поставки Джихана. Пока Демир ищет мести, люди, с которыми он работает, также могут оштрафовать Демира, поскольку там находилось имущество размером со счет за больницу, и сожжение этого имущества принесло бы Демиру массу неприятностей. Будет жалить. Есть тот невидимый враг, о котором они всегда говорят, Демир может быть наказан ими, или может появиться новый враг. До финала сезона осталось около 10 серий, пока мы не слышали о новых врагах, но я думаю, что новый враг может появиться. Если я получу новости о том, что они могут попытаться реализовать такой сценарий, чтобы ускорить сериал до финала сезона, я поделюсь ими здесь. Теперь вернемся к Кае и Зеррин. Кая подошла и бросила кольцо Демиру, глядя ему в лицо. Это не потому, что он игнорировал Зеррин или ему было все равно. Он сделал это только для того, чтобы свести Демира с ума. Хотя кажется, что он на данный момент отказался от Зеррин, нет, ничего подобного, как я уже давно говорю, Зеррин скоро скажет ему, что беременна от Каи, и Кая снова станет прежней Каей. Я думаю, Зеррин и Кая могут воссоединиться ближе к финалу сезона. Не удивляйтесь, если в финале сезона вас ждет еще один неприятный сюрприз, потому что финал сезона закончится очень волнительно. Я думаю, они могут завершить сезон важной сценой. Единственный невиновный в этой сцене – Зеррин, и никто не щадит Зеррин. Трейлер сериала еще не вышел, но я буду ждать своего видео, в котором вы найдете анализ, который будет столь же важен, как и трейлер. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.